Мой босс превратила офис в ад. Я ушел и забрал с собой все. Реальная история Reddit. Пристегните ремни, это будет длинно. Пишу с телефона, английский мой родной язык, так что все опечатки на моей совести. Я проработал в техкомпании почти 7 лет. Это была моя первая работа после колледжа. Отличная компания, огромный рост, отличные льготы и, что самое важное, невероятный босс. Он был очень отзывчивым и внимательным. Он всегда поддерживал команду, старался не лезть в каждую мелочь. Ему было все равно, как мы работаем. Главное, чтобы все было в срок, качественно и, конечно же, приносило прибыль. Он почти заставлял людей брать отпуск. У нас он неограниченный, и я в среднем брал 30-40 дней в году. И считал, что хорошим работникам нужно давать большие повышения и продвижения. За последние 3 года я получил 9, 13 и 7% повышение к зарплате. Во время ковид мы работали удаленно, и я попросил изменить мой контракт на полностью удаленный, чтобы я мог уехать из города с высокой стоимостью жизни, где находился офис, и вернуться в свой родной город. Босс одобрил это изменение, и когда отдел кадров попытался скорректировать мою зарплату с учетом стоимости жизни, босс отказал им, потому что я буду выполнять ту же работу, просто из другого места. Мой босс был настолько хорош, что в нашей команде из 16 человек самый младший стажер работал уже 3,5 года. За эти годы мне предлагали несколько других вакансий с повышением зарплаты, но я так и не смог заставить себя уйти. Я и еще один человек из моей команды специализировались на работе над очень сложными и комплексными проектами. Они сильно отличались от обычной повседневной работы команды. Мы занимались сложными проектами более 4 лет и были базой знаний для компании в этой области. Босс полностью доверил нам эту область. По мере увеличения объема работы мы добавили и обучили еще 2 человека в нашу маленькую подкоманду, чтобы они помогали нам. Ни один из этих проектов не уходил клиенту без участия хотя бы одного из нас 4. Они были очень сложными, ошибка могла бы стоить сотен, а то и миллионов долларов. А так как это был самый быстро растущий сегмент бизнеса, мы были дико загружены. Теперь, около 2 лет назад, босс босса получает повышение с должности вице-президента до старшего вице-президента и нанимает нового человека на свою старую позицию. Этот руководитель приходит и пытается очень быстро многое изменить. Пытался все превратить в метрики, даже там, где это вообще не имело смысла. Например, считать количество проектов, которые каждый член моей команды выполнял за месяц. Один проект считался за единицу, даже если он был суперсложным и занимал 2 недели, или если он был очень прост с действующим клиентом и его выполнение занимало всего час. Он требовал, чтобы каждый проект выполнялся быстрее, даже если срок сдачи был через неделю. Мы должны были выполнять их менее чем за 3 дня. Также он пытался заставить моего босса назначать задачи команде, вместо того, чтобы мы сами брали их из общего списка. Мой босс сопротивлялся как мог, но новый вице-президент постоянно его критиковал, потому что бесполезные показатели, которые вице-президент хотел, чтобы мы отслеживали, не соответствовали его нереалистичным ожиданиям. Несмотря на то, что команда моего босса была самой опытной и эффективной в компании и выполняла значительно больше объема и более сложные задачи, чем любая другая команда. Около 9 месяцев назад боссу надоели все эти постоянные нападки вице-президента. Он уволился и ушел на новую работу. Он проработал в компании 13 лет и был одним из первых сотрудников компании. Мы все сразу же начали лоббировать, чтобы на эту должность была повышена самая опытная сотрудница нашей команды, поскольку она придерживалась той же философии и принципов, что и ушедший босс. Вице-президент провел собеседование с самыми опытными сотрудниками компании из кучи внешних кандидатов и выбрал кого-то из своей предыдущей компании. Теперь эту даму я буду называть стерва-босс по причинам, которые станут скоро очевидны. Она пришла и полностью разрушила команду сверху донизу, изменила процессы, которые были отработаны годами, не слушала и не заботилась о том, что говорят другие. Начала микроменеджерить по полной. Моральный дух команды рухнул как камень. Менее чем за месяц результативность команды резко упала из-за всех ее изменений. Команда из лучшей в компании превратилась в худшую. Стерве-боссу понадобилось около 2 месяцев, чтобы добраться до моей небольшой подкоманды и попытаться переделать наши процессы.
Она начала влазить во все наши проекты, не имея представления о том, что она делает, и это вызвало кучу проблем и задержек. Она начала наезжать на нас четырех из-за того, что наши показатели были худшими в команде. Несмотря на то, что мы работали над сверхсложными проектами, которые в среднем занимали в 100 раз больше времени, чем большая часть работы остальной команды. Стерва-босс сказала нам, что если мы не достигнем ожидаемых показателей, нам поставят план по улучшению и изменят KPI. Поэтому мы решили подчиниться и сосредоточили все свои усилия на простых проектах, чтобы достичь необходимых показателей. X проектов, выполненных в месяц на одного человека, а сложные проекты оставили висеть в очереди. Как и ожидалось, это вызвало полнейший хаос, поскольку моя маленькая подкоманда внезапно перестала браться за сложные проекты и сосредоточилась только на выполнении простых проектов, чтобы повысить наши показатели. Очень быстро отдел продаж начал паниковать, потому что сделки задерживались, а их огромные комиссионные от сложных проектов оказались под угрозой. Когда они пришли к нам и спросили, когда мы собираемся завершить сложные проекты, мы все дали один и тот же ответ. Стерва-босс сказала нам, что мы должны сосредоточить все наши усилия на выполнении количественного показателя, поэтому мы будем заниматься только этим. К сожалению, это означает, что мы больше не сможем выполнять сложные проекты. Пожалуйста, обратитесь к стерве-начальнице, если хотите, чтобы они были завершены. Конечно, это не понравилось ни ей, ни вице-президенту, потому что жалобы начали поступать даже к нему. Они устроили совещание и сказали нам, что мы должны вернуться к выполнению сложных проектов. Мы отказались, поскольку это делало невозможным выполнение показателей, которые они создали для оценки нашей эффективности. Они отказались отменить показатель, но по-прежнему настаивали, чтобы мы работали над сложными проектами, поскольку только мы обладали необходимыми знаниями для их выполнения. Мы по-прежнему отказывались. Это привело к еще большему количеству жалоб от отдела продаж, пока в дело не вмешался старший вице-президент. Именно он когда-то создал нашу подкоманду и встал на нашу сторону против вице-президента и стервы-босса. Он сказал, что нас не будут оценивать по показателям, и мы можем вернуться к управлению сложными проектами, не опасаясь, что нам создадут план по улучшению и изменят KPI. Так мы и поступили. К этому моменту 3 человека из-под команды уже все поняли и активно начали искать новую работу, чтобы свалить как можно скорее. Все они по-прежнему работали в офисе. Стерва-босс изменила режим работы команды с 1-2 дней в неделю по мере необходимости на обязательные 3 дня в офисе. Поэтому они получали гораздо больше дерьма, чем я, работая на удаленке. Я не обновлял резюме, потому что был занят. Перед тем, как мой старый босс ушел, он одобрил 2-недельный отпуск для моей свадьбы и медового месяца. Это произошло примерно через 3 месяца после того, как стерва-босс начала работать. И примерно через месяц после того, как разразился скандал с нашими показателями. Стерва-босс была вне себя от злости тем, как мы выставили ее в дурном свете перед старшим вице-президентом и делала все, чтобы сделать нашу жизнь адом. В тот же месяц другой очень опытный коллега и мой лучший друг из-под команды нашел новую работу и уволился без предупреждения. Еще один из ребят подал заявление об уходе, и ему оставалось отработать всего неделю. Мы и так были завалены работой и отставали из-за той истории с новыми показателями, так что потеря половины команды только усугубила ситуацию. К тому же, из-за низкого морального духа мы больше не хотели прилагать дополнительные усилия для достижения цели. Фактически вся команда значительно отставала, так как 6 из 16 человек ушли или были на стадии ухода. Поэтому стерва-босс решила отменить мой уже утвержденный отпуск по случаю свадьбы, потому что команда слишком сильно отставала. Она сообщила мне об этом через Zoom. Я сказал ей, что ни за что не пропущу свою свадьбу и медовый месяц из-за работы, и что я в любом случае беру весь отпуск, а ей решать, потеряет она еще одного человека из команды на 2 недели или навсегда. Она начала нести какую-то чушь, орать, угрожать, пока я просто взял и не вышел из зум-звонка. Затем она отправила мне официальное письмо по электронной почте, в котором сообщила, что мой отпуск отменен и что если я не выйду на работу, это будет считаться уходом с работы.
Я не поверил ее блефу и ответил, поставив копию вице-президента, старшего вице-президента и несколько других высших руководителей по продажам, с которыми я регулярно работал. Я объяснил им ситуацию, описал, что это моя свадьба и медовый месяц, и что я очень благодарен им за предоставленную возможность, но я ухожу с работы немедленно и без уведомления из-за неуважительного отношения со стороны стервы босса. Почти сразу я получаю сообщение в Slack от старшего вице-президента и нескольких вице-президентов по продажам с просьбой не увольняться. Также моя почта просто взорвалась от писем с жалобами на то, как стерва-босс плохо управляла моей командой и как теперь более сложные сделки будут потеряны, потому что меня не будет, чтобы над ними работать. В итоге старший вице-президент в конце концов закрыл эту тему в Slack, но читать все равно было весело. Я никому не ответил на сообщение в Slack и не работал до конца дня. Просто выключил все, пошел в бар и хорошо провел время. На следующий день я проснулся поздно утром с жутким похмельем и обнаружил на телефоне несколько голосовых сообщений от старшего вице-президента с просьбой перезвонить ему. Я перезвонил в начале дня и поговорил с ним. Он был очень понимающим, попросил меня вернуться. Выслушал все мои жалобы и в конце концов сделал предложение. Суть такова. Если я вернусь и отработаю остаток недели, а также обучу нескольких членов команды работать со сложными задачами, которые нужно было выполнять, пока меня не было, он даст мне бонус в размере $3000 на свадьбу. Также я получу полный отпуск, а когда я вернусь, стерва-босс оставит меня в покое и даст выполнять сложные задачи и позволит выбрать еще 2 человек, чтобы обучить и вернуть их под команду на постоянку, чтобы восполнить наши потери. Конечно же я согласился, ведь свадьбы сейчас чертовски дорогие. Поэтому я попытался обучить людей, чтобы они могли меня заменить. Это была невыполнимая задача, а затем я просто ушел в отпуск. К слову, у меня была отличная свадьба и медовый месяц. Наконец я вернулся отдохнувшим и готовым к тому дерьму, которое меня ждало. Это был полнейший хаос. Все продавцы писали мне в Slack и по электронной почте о всех сложных задачах, которые им нужно было сделать 2 недели назад. Люди, которых я обучил на скорую руку перед отпуском, почти ничего не смогли сделать. У всей команды было огромное отставание и висела огромная очередь неотработанных задач. Так как уже половина из 16 человек, входивших в первоначальный состав команды, к этому времени уже уволились. Я отключил Slack и написал вице-президентам по продажам прямое письмо с просьбой предоставить мне список всех сложных сделок, которые нужно было завершить в порядке приоритетности. Я получаю список и начинаю работать над ними в свои рабочие часы, не более того. Стерва-босс никогда не пыталась со мной поговорить или вмешиваться в мою работу. Вице-президент пытался пару раз. В какой-то момент он пытался заставить меня работать сверхурочно и по выходным, чтобы наверстать упущенное, и я отказался. Так продолжалось около месяца. Стерва-босс никогда не упоминала о том, что я должен обучать людей, которые заменят мою подкоманду, и я тоже никогда не поднимал эту тему. Однако они попросили более крупную команду попробовать выполнить некоторые из небольших сложных проектов, чтобы хоть как-то разгрести завал с задачами. Также они наняли несколько новых сотрудников для более крупной команды. Обычный процесс обучения, который длился 4-6 месяцев, разработанный моим старым боссом, был проигнорирован, и новых сотрудников просто бросали в омут с головой. В результате новички совершали ошибки, которые стоили компании кучу денег. И вот наступило время годовых бонусов и повышения. Я начал судорожно искать работу сразу после возвращения из медового месяца. У меня были интервью, я дошел до финальных этапов, но предложения на руках пока еще не было. И я получаю приглашение на Zoom-встречу от стервы босса, чтобы обсудить мой бонус и повышение оклада. Она решила, что будет отличной идеей дать мне 80% от ожидаемого бонуса, это самый минимум, и 0% повышения к зарплате. Обосновывала это кучей чуши, что я не командный игрок, плохие показатели, обвинила меня в ошибках, допущенных новыми сотрудниками и так далее. Я не стал с ней спорить и не обращал на это внимания. В этот момент я уже фактически уволился. Я сократил свою ежедневную продуктивность более чем вдвое, делал только самое необходимое и ждал, когда через 2 недели мне с зарплатой придет мой бонус.
К этому моменту отдел продаж начал злиться, потому что сложные задачи практически не выполнялись. До разговора о повышении и бонуса я почти успел разгрести все важные задачи, но после того, как я забил на работу, все снова начало отставать. Стерва-босс почуяла слабость и влезла на одно из моих совещаний с отделом продаж. На тот момент проект отставал примерно на 1,5 недели. Она начала наезжать на меня прямо на звонке перед всеми, мол, я ленивый, не делаю свою работу. Я позволил ей высказаться, а потом просто сказал: если вы даете мне минимальный бонус и 0% повышения, вы получаете 0% усилий в ответ. Можешь сама закончить этот проект, раз я такой ужасный работник. И вышел из конференции. Она еще пару раз пыталась по почте или в слаке упрекнуть меня в том, что я не работаю, а я просто отвечал ей то же самое, про 0% усилий. Я отказался участвовать в ее звонках по Zoom и отвечать ей в Slack. В ответ она получала только одно сообщение на все свои письма: 0% повышения, 0% усилий. Это привело ее в ярость. На тот момент я все еще не получил другого предложения о работе, но был уверен, что скоро его получу. Так что, когда вице-президент организовал со мной звонок по Zoom, я присоединился. Он пытался вести себя мило, спрашивал, в чем проблема, и делал вид, что на моей стороне. Я сказал ему, что за 0% повышения я предлагаю 0% усилий. Он сделал вид, что не знает, как так получилось с моим повышением и бонусом, хотя именно он утверждает все суммы бонусов и повышений в командах. Я сказал ему про это и назвал лицемером, сказал, что он получает то, за что он платит. Тогда он начал угрожать, что уволит меня, если я не вернусь к прежнему уровню производительности, и сказал, что те, кого я якобы обучал, скоро смогут заменить меня, так что я не так уж и нужен, как я думал. Я рассмеялся и спросил, о чем он вообще говорит. Я никого не обучал. Он сразу замолчал и выключил микрофон. Очевидно, он писал стерве-боссу, спрашивал про обучение, потому что через пару минут включил микрофон и полностью сменил тон. Он согласился, что стерва-босс поступила ужасно, отказав мне в нормальном бонусе и повышении, и спросил, что он может сделать, чтобы исправить ситуацию. В тот момент мне уже было все равно. Я знал, что он нуждается во мне больше, чем я в нем, поэтому я сказал ему, что мне нужно повышение на 25% и 150% премии от новой зарплаты, иначе я уволюсь немедленно. Он попытался сказать, что это абсурд и такого никогда не будет. Тогда я блефанул и сказал, что у меня уже есть другое предложение и я все равно ухожу. Он попросил меня подождать и сказал, что пригласит старшего вице-президента к разговору. Старший вице-президент попытался сбить мою планку и отговорить от моего требования. В этот момент я понял, что это не стоит того. Я отказался от их сильно заниженного встречного предложения, поблагодарил старшего вице-президента за все, что он делал для меня, и сказал, что увольняюсь немедленно. Вице-президент попытался надавить на меня, мол, если я не отработаю минимум 2 недели, то никогда не получу хорошей рекомендации от него. Я снова рассмеялся и просто сказал, что мой бывший босс даст мне блестящую рекомендацию, так что мне плевать, и просто вышел из системы. Старший вице-президент несколько раз пытался убедить меня вернуться в течение следующей недели, но я отказался. Наконец, через несколько недель я получил оффер и принял его. Я уже некоторое время работаю в новой компании, и она, честно говоря, так себе. Конечно, лучше, чем старая, но даже и близко не сравнится с тем, что было при моем старом боссе. Мой бывший босс связался со мной и сказал, что через месяц или два в его новой компании может открыться вакансия, на которую я должен обязательно подать заявку. Так что теперь я с нетерпением жду этого. Я слышал от людей, которые все еще работают в моей старой команде, что на прежней работе полный бардак. Компания теряет миллионы из-за того, что больше некому грамотно делать сложные проекты и отсутствует база знаний, необходимая для их выполнения. Они даже связались с другим опытным сотрудником из нашей подкоманды и предложили ему огромную прибавку, чтобы он вернулся после моего ухода. Конечно, он отказался. Все, кто остался в моей старой команде, пытаются сбежать как можно скорее, и теперь даже простые задачи задерживаются на несколько недель. Говорят, вице-президент теперь пытается слить свою подопечную стерву босса, и, скорее всего, ее скоро уволят. На этом история героя закончена.
Это не просто рассказ об увольнении, это история о выборе между страхом и свободой, о границе между тем, что терпишь, и тем, что больше не готов принимать. А теперь гриб замолкает, пламя костра еще трещит, ночь становится глубже, а ты все еще сидишь, переваривая услышанное. Он написал, гриб рассказал, а ты услышал, и теперь эта история живет в тебе. Спасибо, что дослушали до конца. Если эта история вас зацепила, поставьте лайк, напишите в комментариях, что вы думаете, и подпишитесь, чтобы не пропустить следующие реальные истории Reddit. А гриб будет ждать вас у костра с новыми голосами, с новыми решениями, с новыми историями. Всего хорошего. Пока.